В 11 лет она впервые попробовала наркотики. В 13 забеременела от насильника. Ребенок же умер, и вместе с ним умерла та девочка, которую звали Орпа. Так появилась Опра, женщина, которую миллионы называли голосом нации. Но за фасадом вдохновляющих речей и разговоров по душам скрывается биография, от которой буквально волосы становятся дыбом. Потому что Опра умела выслушать, заставить заплакать, но и поставить на колени кого угодно. Ведь Майкл Джексон вышел от нее в слезах, Меган Маркл буквально на грани, Трамп прижатым к стене, а Ким Кардашьян униженный в 2 слова. Потому что Опра не просто слушала, она знала, куда бить. И чем громче звучали ее речи о справедливости, тем тревожнее становилось. Школа для девочек, в которой всплыли домогательства. 9-миллионное интервью с Меган, после которого Опра открестилась от своих же слов. Дружба с Пи Диди, Вайнштейном, Эпштейном, теми, кого позже назовут чудовищами. Так кто же такая Опра на самом деле? Голос уязвленных или самая лицемерная женщина Голливуда? Давайте разберемся. Это «История вне времени», и с вами Елизавета Карагозова. Сегодня мы говорим о Опре Уинфри. Когда твое имя звучит из каждого издания, когда тебя буквально называют матерью целого поколения, легко улететь в космос и забыть, откуда ты вообще пришла. Но Опра не из тех женщин, кто забывает. Она из тех женщин, кто хранит эту боль в себе, а на публике надевает маску идеальной, сильной, целеустремленной женщины. Но один раз эта маска все-таки треснула. И не на кухне в разговоре с мамой, не в диалоге с подругой, даже не в кресле у психотерапевта, а в прямом эфире перед сотней тысяч глаз Опра решила рассказать правду о своем тяжелом детстве. Когда ей было 9 лет, случился первый эпизод насилия. Двоюродный брат, которому было 19, в подарок или в покупку ее молчания он протянул ей мороженое. Так продолжалось на протяжении 9, 10, 11 и 12 лет Опры. Звучит совершенно жутко, но дальше еще хуже. В 12 или в 13 новый обидчик, на этот раз дядя. И это продолжается с ней еще несколько лет. Тут у каждого здорового человека возникнет вопрос, а где вообще родители были? Как вообще такой ужас, от которого все внутри сжимается, мог случиться с маленькой девочкой? Но для того, чтобы ответить нам с вами на этот вопрос, нужно вернуться в самое начало. 1954 год. В роддоме рождается малышка и называют ее Орпа. Позже же в документах, потому что так удобнее произносится, напишут Опра. И под этим именем мы будем знать ее всю ее телекарьеру. Мать же девочки 18-летняя безработная. Отец вообще где-то в армии, и до дочери ему, по ходу дела, нет. Девочку сразу же отправляют к бабушке, где она живет и растет до 6 лет. Бабушка в светлое будущее своей внучки не верила и говорила, что единственное, на что она способна, это, скорее всего, на карьеру горничной. Но, тем не менее, в 6 лет мама все-таки решает забрать дочь обратно и растить своими силами. Нигде ином, а в месте под названием Милуоки. Это такой район, где у тебя вместо детства побои, воровство и одна картина повсеместного насилия. Так Опра и растет. В 10 лет пробует наркотики, а в 13 беременеет. Реакцией девочки, конечно, был шок, и она не придумала ничего лучше, как попробовать выпить чистящее средство и покончить таким образом с собой. Правда, не получилось. Опру все-таки спасли и откачали, но ребенок рождается раньше срока и умирает. Как будто бы именно в этот момент закончилась история Орпы, вот этой девочки без перспектив из неблагополучного района, и началась история Опры
Уинфри, иконы телевидения и женщины, которая, безусловно, научилась быть сильной. Правда, по пути она где-то потеряла себя, став жестокой, лицемерной и идущей по головам ради признания и славы. Казалось бы, кто-кто, а она точно должна знать, что такое боль, что такое быть брошенной и униженной, что такое жить в страхе, ведь она через все это сама прошла. И именно поэтому, когда Опра открыла школу для девочек из бедных семей в Южной Африке, это выглядело почти что как сцена из фильма о добром волшебнике. Попыткой сломать злое колесо порока и изменить этот несправедливый мир. Опра пожертвовала публично, разумеется, $40 миллионов на строительство и собрала вокруг этого медийный шум. Но как же больно это все в итоге обернулось, потому что именно в этой школе разразился страшнейший скандал. Преподавателей обвинили в домогательствах. Руководство школы в лучших традициях подобных историй данное дело заминало, приказывая детям широко улыбаться и желательно помалкивать. Начали всплывать и другие тревожные новости о случаях сексуального домогательства и вообще насилия со стороны преподавателей. Есть такая история, что одна из учителей просто взяла, схватила девчонку за шею и как бы швырнула об стену. Вот вам и воспитательные методы, и шанс на благополучное светлое будущее. Только же, когда жалобы воспитанниц превратились буквально в лавину, Опра наконец-таки публично обратила на это внимание, как бы посмотрела, что там творится. Но было уже поздно, потому что образ народной любимицы дал первую серьезную трещину. И люди начали вслух впервые задумываться, а что если за всей вот этой вот благотворительной оберткой и образом феи крестной стоит не святой ангел во плоти, а просто звезда, для которой не только деньги и слава всегда были важнее чужой боли, но и насилие по сути является нормой. Подлила же масло в огонь еще и директриса школы, обвинив Опру в том, что она знала, что там творится. Ну и, по-моему, по-другому быть не могло, потому что, во-первых, когда ты берешь на себя ответственность за учебное заведение и строишь на этом свой публичный образ, то твоя прямая ответственность знать, что там творится, и расписываться под результатами. А во-вторых, ее связи с преступной элитой Голливуда, о которых мы еще сегодня поговорим, дают нам с вами понять, что эта женщина далеко не тот божий одуванчик, каким она хочет казаться. Того же мнения придерживается и Анджелина Джоли. В этой истории она не стала стоять в стороне, и даже была информация о том, что она собирается подать на Опру в суд, обвиняя ее в насилии над девочками. Правда, до суда дело так и не дошло, но Анджелина четко дала понять, что находиться с Уинфри даже в одной комнате для нее вообще выше сил. Так что вопрос о настоящем лице Опры после всей этой истории повис в воздухе, и он уже совсем не героический. Так начинается совсем другая история о человеке, который слишком долго чувствовал себя неприкосновенным. Ну что ж, у нее не было плана Б, как вы понимаете. Были только амбиции, тяжелое детство и интуитивное чувство кадра. В 16 лет Опра выигрывает конкурс «Мисс Пожарная безопасность» на локальной радиостанции. Титул сомнительный, но, как оказалось, полезный, потому что когда ей вручали ленту и дали микрофон в руки, чтобы она ответила на парочку дежурных вопросов, Опра на следующий же день получила работу. Сначала на радио, потом в телевизионных новостях. И в 19 ей уже поступило предложение от SBC, крупнейшей телекомпании Америки. Ее зовут вести вечерние новости, что не только честь, а для темнокожей девушки с юга в США в конце 70-х это практически как выйти в открытый космос. Но, что странно, сначала Опра отказалась, она боялась бросить университет, где изучала речевое искусство, но потом преподаватель ей сказал: камон, ты вообще учишься здесь для того, чтобы потом работать, а тебе уже предлагают крутейшую работу и возможность, поэтому вперед, вообще соглашайся. И Опра согласилась. К 22 годам она уже вела свое шоу, держала в руках микрофон и постепенно, понемножечку превращалась в ту самую Опру, которая потом будет ставить Майкла Джексона на колени, стыдить Ким Кардашьян и продавать боль как новый заходящий формат.
За 10 лет на телевидении Опра отчетливо поняла, что лучше всего продается чужая уязвимость. И в 1986 году, в 32 года, стартует собственное шоу Опры Уинфри. И оно буквально взрывает национальный эфир. За 4 десятилетия миллионы зрителей в стране замирали у экранов в прайм-тайм. Опра стала миллиардершей и чуть ли не самой влиятельной женщиной Америки. Казалось бы, вообще нет темы, которой Опра бы могла испугаться. Она говорила и о зависимостях, и об изменах, и за кулисье шоу-бизнеса. В общем, все вытаскивалось наружу под красивой вывеской душевных разговоров. И что интересно для нас с вами, кто не понимает, почему у этого был такой эффект вау, и почему это взорвало все телевидение, так потому что в то время не было YouTube. Звучит банально, но подумайте о том, что тогда вообще не было доступа к информации из первых уст от звезд. Это были либо глянцевые статьи в журналах, либо молчание. А здесь перед тобой сидит человек, и из него достают всю грязь под эгидой душевных разговоров. Рейтинги просто взрывались, и люди ждали этого момента, чтобы прикоснуться к чему-то закрытому и доселе абсолютно неизвестному. Она предвосхитила Дудя, Собчак и все эти форматы, которые для нас являются нормой жизни. Тогда же это была буквально революция. Но чем ярче свет в студии, друзья, тем и тени на заднем плане темнее. Со временем же поползли слухи, что Опра-то вообще не добрая фея, а опытная манипуляторша с микрофоном в руках, сочувствие у которой всего лишь инструмент, которым она изредка выгодно пользуется. И если вы тоже чувствуете, что за идеальными фразами иногда прячутся совсем другие смыслы, обязательно переходите к нам в Телеграм. Там мы делимся новостями, обсуждаем, что правда, а что приукрашено, делимся мыслями, спорим и решаем, что войдет в выпуски, а что нет. Поэтому обязательно подписывайтесь. Ну а мы продолжаем. Первым же громким звоночком была история Синди Кроуфорд. И если вы ее не знаете, то присаживайтесь поудобнее. Юная Синди, только на старте своей карьеры, 20-летняя, молодая, красивая, еще слегка наивная девушка, которая пока что не успела обжечься об реалии голливудского шоу-бизнеса, пришла на шоу к Опре. Она пришла на большое шоу, явно не ожидая подвоха, но Опра не дремала. Первым делом она спросила у ее агента, мол, у нее вообще всегда было такое прекрасное тело. То есть, понимаете, да, не у Синтии, а у агента. Просто посмотрела на нее как на пустое место. После этого она вот со своим вот этим фирменным прищуром попросила Синтию встать и продемонстрировать свое тело, а та еще наивная девочка, которая не успела обжечься об реалии голливудского шоу-бизнеса, встала и подчинилась, как будто бы это не женщина и не человека, а новая порода на выставке собак. И Опра такая: о, красота какая, гостья у меня какая прекрасная. Синтия же спустя года в своем документальном фильме вспоминала этот эпизод как один из самых унизительных в своей карьере. Тогда она еще была юная и не сориентировалась, как правильно поступить в этой ситуации, но Опра-то все понимала и специально таким образом унижала свою гостью. Когда же скандал спустя десятилетия всплыл в социальных сетях в наше с вами время, команда Опры без объявления войны довольно тихо это интервью удалили со своего канала. Но мы-то знаем, интернет все помнит, мы его нашли. И если кто-то подумал, что на этом первом, но далеко не самом ярком эпизоде Опра остановилась, то он явно плохо ее знал. Откуда же такая зацикленность на лишнем весе и внешнем виде, спросите вы? Так, вероятно, за этим скрывались ее собственные комплексы, ведь Опра всю жизнь страдала от лишнего веса. Поэтому она решила, что если чувствуешь уязвимость, нужно нападать первой. И следующими ее жертвами стали сестры Олсен. В 2004 году пришли к ней в гости. Им было по 17 лет. Девчонки были на пике своей карьеры после феноменально залетевших фильмов о двух близняшек в разных вариациях. Наверняка вы так же, как и я, их смотрели, но важно нам с вами другое, что вместе с этой популярностью к девочкам пришло и пристальное внимание таблоидов. И в красной нитью в каждом заголовке начала всплывать информация
информация о проблемах с пищевым поведением, особенно у Мэри Кейт. Опра, ну конечно, она знала об этом. И вот так вот в разгар беседы, в прямом эфире, она в своей заботливой, интересующейся манере такая: а кстати, а размер одежды-то у вас какой? Девчонки растерялись, они что-то попытались промямлить в ответ и сменить тему, но Опра продолжала настаивать с вот этим вот своим фирменным саркастическим прищуром. И здесь становится вполне очевидно, что то, что раньше принимали за ее харизму телеведущие, сейчас же выглядит как самое настоящее банальное унижение. И люди десятилетиями почему-то этим восхищались. Но если вы думали, что метод ударить по больному Опра применяла только к юным и наивным, то, к сожалению, нет. И если вы еще не успели подписаться на канал, то сейчас самое время это сделать. А мы возвращаемся к следующей жертве Опры. Когда семья Кардашьян только начинала завоевывать медийный мир, а Ким медленно, но верно подбиралась к статусу новой американской иконы, Опра, ну разумеется, мимо этой истории пройти не могла. На интервью с Ким она сделала то, что умела лучше всего – обняла. А вот после уколола иголочкой в самое чувствительное место. И вот в самый разгар светской беседы Уинфри такая вдруг вспомнила, откуда идут истоки всей вот этой вот славы Ким. Она такая: ха-ха, Ким, а ты не помнишь, как все начиналось с видео для взрослых того, которое случайно в сеть утекло? И сказано это было так, что зал вздрогнул раньше, чем сама Ким Кардашьян. Но Ким-то не промах, она опытный боец медийных фронтов, и она как бы спокойно признала, мол, да, дело было, спасибо, что напомнили в прямом эфире. И это был, походу, просто мастер-класс по ответу на неловкие вопросы, берем на заметку. Однако важно не это, а то, что эффект уже был достигнут, и было еще одно унижение, поданное с улыбкой. И в этом Опра всегда была на высоте, как бы ткнуть в грязное пятно так, чтобы это выглядело как забота, но и после еще не забыть добавить рекламу отбеливателя. В 1993 году Опра позарилась на святое Майкла Джексона. И когда ей дали возможность взять интервью у него, как мы знаем, не просто поп-звезды, а буквально самого узнаваемого и талантливейшего человека на планете, она, конечно же, ухватилась с него всей своей стальной хваткой. Майкл же, который всю жизнь прятал свои комплексы, со сценическим образом был крайне смущен. Он, разумеется, не хотел говорить о своем цвете кожи, о витилиго, о изменении внешности, потому что все это было для него болезненно, но Опра вообще взяла и спросила у него в лоб, как прокурор на допросе: а ты вообще делал пересадку кожи? Потом же был еще один выстрел буквально в лоб. Ты девственник? Спросила она прямо, без предупреждений. Майкл же, бедный, не просто растерялся, а спросил у нее: как ты можешь вообще такое спрашивать? How could you ask me that question? I just want to know. I want to know. I'm a gentleman. Но и это еще не все. Наконец случилось самое тяжелое: вопросы о педофилии, о слухах, которые на тот момент только начинали раздуваться в американской прессе. Другой интервьюер, да и вообще этичный, уважающий своего героя человек, либо задал бы этот вопрос аккуратно, крайне аккуратно, либо вообще бы не рискнул эту тему поднимать в прямом эфире. Но Опра, мы знаем, рискнула. Прямо в лицо человеку, которого обожал весь мир. А потом, словно ничего не случилось, продолжила вести светскую беседу, мило улыбаясь Майклу в лицо, расспрашивая о его любви к детям и восхищенно кивая, когда он рассказывал о своих благотворительных проектах. На этом фоне еще более циничным и лицемерным и вообще ужасным выглядит то, что даже спустя годы, когда Майкл Джексон умер и уже вообще не мог защитить себя, Опра первой оказалась в рядах тех, кто его обвинял. Она начала брать интервью мужчин, которые заявляли о
со стороны Майкла, выслушивала их истории с этим своим мерзким, сочувственным видом и вообще без тени сомнений осудила человека, перед которым она сама когда-то якобы сияла от восторга и восхищалась его талантом. Это такое лицемерие, что у меня буквально все кипит внутри. В тот же вечер поклонники Джексона тоже взорвались яростью. Да кто бы не взорвался. В тот момент Опру наконец-таки обвинили в двуличности и бесчувственности в попытке нажиться на чужой боли. Ей уже, конечно, было все равно, и крайне жалко, что Майкл Джексон был не тем человеком, кто мог бы бросить ей в ответ вопросы о ее темных секретах. Вот уж кто незаслуженно огреб от этой злой стаи голливудских волков, которые, к сожалению, своих не сдают, а вот на невиновных нападают при первой же возможности. Опра же, как всегда в этой истории, сделала вид, что а что такого, собственно. И пошла дальше, будто бы совершенно ничего не произошло. Ведь если ты можешь Майкла Джексона дожать, то почему бы не позариться на фигуры посерьезнее в плане финансов, достатка и влияния? В 90-е же это был Дональд Трамп. И он смотрел на Опру Уинфри как на новую мать Терезу, не иначе. Он открыто называл ее великолепной женщиной и рассуждал, мол, если вдруг он соберется в президенты, забавно, да, Опра обязательно будет его вице-президентом. Не дай бог, конечно, друзья, страшно сейчас ее даже представить в этой роли, но вот тогда это звучало как такая шутка за коктейльчиком, которая говорила типа ха-ха о теплых дружеских отношениях, типа вот мы с тобой на одной волне, если я в гонку соберусь, ты точно будешь рядом, мы прям команда. Пока же Трамп был просто парнем с небоскребами и обложками в журнале Forbes, он Опру вообще-то мало интересовал, как объект для ее нападок, и набирать рейтинги за его счет ей было и неинтересно, она и не планировала. Но вот как только Трамп реально полез в Белый дом, как вы понимаете, дружба закончилась очень быстро. Опра просто вот как в Sims вот так вот подпрыгнула, переобулась и вдруг вспомнила про права женщин, про права меньшинств, про раскол страны и стала методично, медийно унижать бывшего друга, не упуская ни одной удобной для этого темы. Кстати, если вы не видели выпуск о личной жизни Дональда Трампа, он есть у нас на канале. Все эти истории про женщин с легким налетом абьюза есть у нас на канале, поэтому обязательно посмотрите, я его очень рекомендую. Ну а настоящий скандал между Опрой и Трампом вспыхнул в 2018-м. Опра сняла специальный репортаж для 60 минут, где она совершенно вот своей вот этой открытой, справедливой позиции собрала простых американцев обсудить, как же Трамп порвал страну на куски. Выпуск, как вы понимаете, получился предсказуемо критичным, и тут же последовала ответочка от Трампа в его лучших традициях постов в сети Twitter, бывший теперь X, где он Опру буквально размазал, назвав это интервью однобоким, нелепым и вообще предвзятым. А заодно, как бы так вот, с пометочкой по скрипту, мечтательно добавил, что было бы вообще очень круто увидеть ее тоже в президентской гонке, чтобы и ее тайные секретики разоблачили, как и всех остальных. СМИ же вообще взорвались на эту тему, особенно после пламенной речи Опры на Золотом глобусе, где она в своих лучших традициях говорила о равноправии полов и сильных женщинах. Каждый третий заголовок вопил: Опра – следующая кандидатка. Америка же действительно всерьез гадала, выйдет ли вот эта вот женщина, сделавшая состояние на ток-шоу, в большую политическую икру. Но Опра, судя по всему, понимая последствия, быстренько дала заднюю, мол, в президенты я вообще не хочу, спасибо, давайте без меня, мне и на моих креслах в красивой студии достаточно удобно. Скандал же с Трампом, разумеется, не стал финальной точкой в биографии Опры как интервьюера на грани, потому что в 2021 году она ловко встроилась, пожалуй, самую драматичную мыльную оперу 21 века. Разговор с герцогами Сассекс.
сассекскими. Принц Гарри и Меган Маркл к тому моменту уже не просто обжились в Лос-Анджелесе, они успели окружить себя нужными людьми и, по всей видимости, решили для себя, что если уж лишать себя любимых дорогих дворцов, то делать это стоит исключительно в обмен на публичную платформу, желательно масштабную и хорошо в дальнейшем монетизируемую. Интервью же вышло ровно таким, как все его ожидали, но у него вообще не было вариантов, если они уже решились на это интервью, быть другим. Оно было эмоционально громким и, конечно же, коммерчески выгодным для всех, кроме самих героев. 9 миллионов долларов получила Опра, а Гарри с Меган 0. Они, правда, потом свое в документалке Netflix отхватили. Но в этой истории, как они все сами утверждали, дело вовсе не в деньгах. Дело в правде, которая где-то вот тут вот горит, и которую, как известно, особенно приятно говорить в саду с лимонными деревьями и правильным освещением. Меган же выложила там вообще все. И расизм, и депрессии, и вообще совершенные дворцовые ужасы, разговоры о цвете кожи еще нерожденного Арчи, ее отобранный паспорт, изоляцию от друзей и все то, что Опра с сочувствующим лицом выслушивала. Ну и, конечно, было то коронное «What?», которое сделало весь выпуск. А Меган, к слову, и форс-мажоры упомянуть не забыла. Напомню, что все-таки она звезда и актриса, состоявшаяся не просто какой-то +1 на балу у Виндзоров. Кстати, у нас на канале есть отдельный выпуск про абсолютно всю хронологию конфликта между Гарри, Меган, королевской семьей, со всеми обвинениями, разборами документальных фильмов, интервью, несостыковками, манипуляциями Меган. Поэтому, если вы его еще не смотрели, я очень рекомендую, потому что после него очень много в этом интервью становится понятнее и выглядит совершенно иначе. Букингемский дворец же не промолчал и выпустил заявление в духе: мы, конечно, потрясены, обеспокоены, но извините, воспоминания могут отличаться. А Опра, она отработала на отлично. Эталон лицемерия, как всегда. Потому что как только запахло возможными судебными тяжбами, например, по претензиям об оскорблении репутации монархии, Опра так элегантно шагнула в сторону, что нет, я тут ни при чем, я просто задавала вопросы. Все, что сказано, это их личный опыт. Я тут вообще никак не при делах. То есть, 9 миллионов, они, конечно, мои, а вот последствия, это уже к ним, к ребятам, я тут ни при чем. Выводы у каждого свои, но у Опры же здесь только правильный свет, ее фирменный прищур и то, что она называет профессионализмом. Но если вы думали, что и это пик лицемерия в этой истории, то подождите, потому что как будто бы все то, что мы рассказали до этого момента, это просто репетиция. Дальше мы поговорим о связях, о которых она больше не говорит публично, о людях, которых она называла близкими, и чьи имена сегодня звучат как приговор. Пожалуй, здесь уже сложно не признать, что за фирменной улыбкой Опры годами копились такие вопросы, что слезы Меган в их калифорнийском саду выглядят как лепет на лужайке. Особенно если вспомнить, как легко и громко Опра Уинфри осуждала рэперов типа 50 Цента за сексизм или отменяла Криса Брауна за историю с Рианой. И как охотно она, вся такая благочестивая, обнималась с другими мужчинами, но уже совершенно другого масштаба. Харви Вайнштейн, Джеффри Эпштейн, Пи Диди, буквально монстры в смокингах, чьи вечеринки потом вспоминались в показаниях жертв с судорожным дыханием. В этих компаниях Опра как нельзя кстати чувствовала себя очень органично. Если мы с вами посмотрим на старые кадры, то в наивность поверить уже не получится. Случай с Пи Диди практически учебный. За последний
год скандал с Шоном Компсом рос как на дрожжах. Я не знаю, есть ли хоть один человек в медийном пространстве, который о нем не слышал, потому что действительно жуткая история, больше сотни обвинений, и это только от тех, кто осмеливался говорить. Остальные ведь годами молчали под контрактами, под давлением, под угрозами. После же арестов, конечно, начали говорить даже те, кто и не решались, но для нас с вами важно не совсем это, сколько то, что тут на сцене появляется снова наша дорогая Опра. И в ноябре 2024 года соцсети запестрили слухами. Якобы ФБР готовит к публикации какое-то особенное видео, на котором Уинфри с Пи Диди вместе запечатлены в ситуациях, которые, мягко говоря, с образом совести нации вообще не сочетаются. Например, есть такая информация, что, уходя после одной такой вечеринки Пи Диди в Майами, Опра так невзначай бросила своему охраннику фразу, мол, дети-то вообще знали, на что они шли, никто их насильно туда не тащил. Просто что? Когда это прозвучало странно, а сегодня это звучит как приговор, и почему его никто не приводит в действие, непонятно. Вспомнили практически все, и странную химию Опры с Пи Диди в ранних интервью, когда он, на удивление, был чуть ли не единственным человеком, которому она никогда не задавала неудобные и уж тем более компрометирующие вопросы. И здесь становится понятным, что благородная фея Грёзная не только была постоянным гостем на его вот этих всех грязных вечеринках. Скорее всего, она еще и рекламировала их и зазывала юных актрис в клетку к зверю. Тогда же многие почему-то не проводили никаких параллелей в этих делах, а теперь начали думать, а что если они были заодно? Мне кажется, тут уже мысль не а что если, а никак иначе. Потому что особенно если вспомнить то, с чего мы начинали этот выпуск, историю с ее школы в ЮАР, где девочки вместо шанса на вот эту обещанную лучшую жизнь столкнулись с насилием. По слухам, некоторые еще и пропали. Две разные локации, два разных контекста вроде бы как, но ядро истории и схема узнаваемое. И здесь возникает закономерный вопрос, почему человек, который несет перед собой всю свою карьеру флаг борьбы за справедливость, молча смотрит на всю эту грязь? Ответ до боли банален. На мой взгляд, это моральное уродство. Возможно, еще и своеобразный кодекс чести, который распространяется только на своих. Ведь в Голливуде своих не сдают. Собак можно спустить только на чужих и невиновных, вроде Майкла Джексона, например. Когда же в деле Пи Диди начали всплывать все новые и новые имена, имя Опры начало мелькать в них все чаще. Пока что на текущий момент без официальных обвинений, но самое важное, наверное, здесь это общественное мнение, которое уже склонилось, что если ты в курсе, то ты соучастник. Вишенкой же на этом прекрасном торте становятся слухи о связях Опры с крайне печально известной сетью торговли людьми Джеффри Эпштейна. Ведь Опра была частым гостем и на его мероприятиях. Любопытно, что даже про Трампа почему-то в связке с Эпштейном пишут смело. Вообще в выпуске куча комментариев про то, что Трамп и Эпштейн все в курсе. А вот про Опру почему-то едва ли говорят шепотом. И сегодня когда медленно, но верно всплывают эти все подробности, Опре, на мой взгляд, остается всего два варианта. Либо начать говорить, либо вообще смотреть, как в пыль и прах рассыпается репутация, которую она так усердно, так самоотверженно строила десятилетиями. Потому что фотографии, где она радостно обнимает Харви Вайнштейна, никуда не исчезли. И признания вроде рассказа британской актрисы Кайди Нобл тоже остались, потому что именно там Опра вместе с Наоми Кэмпбелл внушали молодой девушке, что Вайнштейн надежный человек, норм, можно идти и не переживать, а после он ее склонил к сексу. И именно их компания открывала двери в эти ловушки, из которых было дальше не выбраться.
Безусловно, Опра умела плакать в камеру, умела говорить о справедливости так, что верили ей миллионы, но за всеми ее речами всегда стояла холодная сделка. Опра знала, с кем сидит за одним столом, и она, несмотря на это все, продолжала улыбаться, потому что, судя по всему, разделяла их ценности, продолжала собирать овации в борьбе за права женщин, продолжала получать вот эти вот все награды, продолжала продавать образ великой матери нации. Потому что лицемерие, друзья, это тоже талант. Нужно уметь вести себя как Опра. Особенно, когда оно помогает скрыть, сколько именно боли и предательства лежит в основе твоей славы. Сегодня же, несмотря на это видео и несколько других, Опра Уинфри все еще остается иконой, но каждый раз, когда она говорит о добре, стоит помнить: одними красивыми речами совесть не отмыть. Что же вы, друзья, думаете об Опре? Отталкивает ли она вас так же, как и меня? Делитесь вашим мнением в комментариях, а также что вы думаете о новом формате, где мы разбираем тайны знаменитых людей, которые влияют на мир, на культуру, на медиа, на моду. Делитесь вашим мнением в комментариях, напишите имена героев, которых бы вы хотели, чтобы я в будущем разобрала. Обязательно, если вам близка проделанная работа и вы заметили всю эту душу, что я вкладываю в контент, отметьте видео лайком, колокольчиком и подпиской на канал. Ну и до новых встреч!